Всем привет! Сегодня очередной игровой день. Посмотрим ивенты. Я там поназаписывал много коротких видосов. Хотел сделать видео под музычку. Вот, но решил, что нужно показать все вживую, так сказать. Так, у нас вроде сегодня божественная закалка, если я не ошибаюсь. Вот. И, наверное, с нее мы и начнем. Ой, компенсацию дали. Это прекрасно. Компенсация — это всегда прекрасно. Так, что еще у нас здесь есть? Что появилось? Так, здесь до коня еще копить нужно. Так, здесь ничего интересного нет. Двойные балики. Двойные балики это прикольно. Так, ну крылья у меня вот эти есть. По-моему, у меня и шмот этот есть. Я посмотрю. Может быть, еще 3600 возьму. Потому что крылья у меня есть. А вот этот шмот... Так, ну шапки точно нет. И оружия вроде тоже такого нет. По-моему, только броня есть. Может быть, даже и 2070 возьму. Посмотрим. Так. Что еще? Ага, шапка. Шапка. Ну, давайте с шапки и начнем. Потому что у меня... заготовлено все для того, чтобы апать шмот. Нужно только найти. Так, у меня вообще какой? Семерка, да? По-моему, была у меня еще семерка. Сейчас посмотрим. Так, третий. Пятый, да, вот. Есть еще одна семерка. Сейчас апнем на 8. Надеюсь, хватит жетонов. Или как они? Талисманы. Так. Поехали. Да, отлично, хватает. Делаем 8. Так. Только сразу меняем на то, что нам необходимо. Так, 8 наконец-таки. 8 шапка. Потому что долго она у меня лежала. То талисманов не было, то еще чего-то не было. Короче, вечно какие-то проблемы с этим были. Так, забираем награду. Блин, меня вот раздражает здесь, что когда мы забираем награду, все вот эти вещи, они первого уровня, которые дают. То есть было бы круто, да, сделать так же, как с крыльями. Но вот, блин, 16. Сейчас я покажу, сколько шапок появилось. Куда их девать? Вот просто, ну, непонятно, реально. Так это еще, похоже, не все. Сейчас я освобожу место. У меня в рюкзаке места даже не хватило. Так. Сейчас все откроем. Сейчас все откроем. Так. Купоны откроем. И все сундуки откроем. Все откроем. Освободим место. Так. Кстати, у меня после перезагруза пропали вот эти сумки. Ну, после того, как сервер не работал. Их было у меня штук 80, наверное. Сейчас 10. Куда делись, непонятно. Ну, собственно говоря, хрен бы с ними. Я бы был бы рад, если бы они вообще пропали, потому что они только место занимают.
Так, сюда закинем. Что еще? Ага, ну и камни, да? В обмен. Пустим. Да, еще и здесь пачка, короче, этого шмота. И все равно не хватило. И все равно не хватило. Это просто какая-то жесть. Куда их реально девать, я не знаю. Было бы круто, если бы они стакались, да, сразу до какого-то уровня, как крылья. То есть крылья, когда мы апаем, да, там и третьи дают, и вторые дают крылья, там и четвертые, и пятые, да, ну, в зависимости от уровня. Ну, и, соответственно, так гораздо проще, чем вот получать вот такую огромную пачку как бы первого уровня. Ну, я бы согласился, если бы там, не знаю, дали бы мне 4 штуки там 4-го уровня за 8-й, да, за 8-й ап. И все, как бы, ну, нахрен больше не нужно. Нет, они до сих пор вот это вот старое крылья вроде изменили, а все остальные шмотки, они... Так, эти назад. Так, ладно, вроде все собрал. А, нет, еще туда не собрал. Да, офигеть, сколько там еще. Что еще убрать? Ага. Ну вот эти камни можно убрать к хренам. Так. Закинуть дракон. И сюда тоже. Что тут у нас не нужно? Ага, вот это. Так. Добираем. Все. Слава богу. Поместили. Блин, реально, вот сколько получилось? 1,5 странички, да? Да. Не, это круто, конечно. Это круто, с этим шмотом можно работать. Но просто, ну, могли бы сделать точно такую же методику, как и с крыльями. Было бы гораздо удобнее, гораздо лучше. Так, ладно, шапку сделали. Что у нас еще здесь? Так, это обмен. Это алхимия. Так, ага, вот, это хорошо. Кнуты, потому что есть куда заливать. Так, начнем с силы. Так, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 2, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 3, 300, 3200, 3300, 3400, 500, 600, 700, 800, 900, 4, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 5, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 и 6. Ну и добьем. Вот так, чтобы было. Так, вроде все правильно посчитал. Смотрим. Да. Есть 6000. Это вот, кстати говоря, в тему о том, что я говорил. Что, ну, не заливайте кнуты, да, и не делайте ивенты, пока нет обменной валюты. Вот сейчас мы здесь получаем обменную валюту. Ну и, соответственно, я заранее к этому подготовился. И есть место, куда заливать. И есть сейчас ресурсы, да, для того, чтобы это делать. Ну и, соответственно, мы получаем профит для вот этого ежемесячного обмена. Я думаю, я уже сейчас могу взять, по идее, какого-нибудь, наверное, коня, который 200. Сейчас посмотрим, сколько... Ага, 187 сундуков. Я буду по-любому покупать еще эти сундуки. Наверное, штук 400 я еще возьму. Потому что, ну, вряд ли мне хватит сундуков, не сундуков, а вот этого вот пламени для того, чтобы взять Мунлайта.
У меня его нет. Вот. Поэтому, наверное, опять будет конь на плюс 200. Просто я не хочу в него донатить целенаправленно. Да, потому что он дает плюс 500. И если уж гнаться, да, за каким-то маунтом, за донатным, то я считаю, все-таки это нужно делать за маунтами на плюс 700. За Golden Gimini, да, и Mad King'ом. Этот, ну, его в свое время многие урвали. Я, помню этот ивент, я затупил тогда, я взял другого коня, который дает плюс 200 вместо вот этого. Ну, то есть я поторопился, нужно было подкопить, и хватило бы на этого Moonlight Dragon, но я что-то поспешил, поторопился, теперь у меня его нет, ну и черт бы с ним. Так, кнуты залили. Что у нас дальше? Ага, забираем за 6-й день награду. Отлично. Так. Скорее всего, мне придется сейчас частично этот шмот переработать. Я делаю это так, с помощью духов моды. Вот, второй уровень двойки я уже между собой соединяю. Вообще, я обычно до 3-го уровня догоняю с помощью духов моды шмот. Вот, но его настолько много, такой избыток, и в целом его в награду дают очень много, поэтому нет смысла. В принципе, сейчас можно даже и духи моды не тратить, вот, но я уже как бы придерживаюсь этой методики. И апаю так. В будущем все равно духов моды будет очень большое количество, будет хватать вообще на все, на любое опознание, так же как и талисманов, собственно говоря, поэтому, ну, ничего страшного в этом нет. Так, 20-очку я вот так оставлю, а эти сейчас переработаю быстро. Тройки, естественно, без талисманов, что-то будет получаться, что-то будет не получаться. Ну, так как уровень низкий, я думаю, здесь большинство вещей апнется в тройке без проблем. Вот сказал, и пошла какая-то фигня. Да, что-то они перестали работать. Ну и вот вообще пофигу, реально, место освободят зато. Так. Сейчас я вот эти какие есть двойки переработаю, и пойдем дальше ивенты делать. Так. Осталось еще чуть-чуть. Да, 2 двойки осталось. Сейчас мы вот их как раз стакнем. Все, есть. Ну и место появилось. Отлично. Так, забираем 20 мешков для солнечной ковки. Сейчас посмотрим, что у нас. До ковки дойдем. Так, групповая арена. Сделаю чуть позже ее. Так. Угу. Честь тоже поднимем. Кстати, может быть, хватит сегодня поднять медаль. Сейчас посмотрим. Так, сколько у меня всего их? 43. Значит, можно 41 юзнуть. 20 500. Так, и что с медалью? 386 тысяч. Так, лям 386, а у меня... Ага, 377. 9 тысяч осталось. Так, ну... Я думаю, завтра, послезавтра я доделаю. Медали, это, наверное, ну, на видео попадет, на короткое. Такой под музыку. Так. Здесь ничего интересного. Здесь ничего интересного. Это онлайн прогресс. Так, ну и, соответственно, самое основное. Это божественная закалка. Отлично. Голды, как мы видим, почти 2 миллиарда. Есть еще запас сундуков в 200 миллионов. Так, ну и достаточно большое количество ресурсов для солнечной ковки. Поэтому сегодня ее мы и сделаем.
Оружие у меня заковано на максимум в солнечную. Соответственно, следующее будем доковывать это броши для того, чтобы поднимать атаку. Потому что, как я неоднократно уже говорил в своих видео, атака это главная характеристика в этой игре. Так, ну вот будем доделывать вот эту. Да, здесь уже вторая звезда. Вот, ну погнали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Напоминаю, что нам нужно сделать 200. Но мне здесь ресурсов на 200, скорее всего, не хватит, поэтому будем доковывать уже мунную. Так, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Мне кажется, не все срабатывают. Сейчас посмотрим, зайдем. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мне кажется, еще подлагивает сервак, еще эти розочники. Так, смотрим, сколько мы сделали. Да, сделали всего 68. Я уже насчитал за 80. Так, 68. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Так, еще раз проверяем. 129, да. 129, 130. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Так, правильно, 150? Да, 150, остается еще сегодня сделать 50. Добьем, я думаю, здесь уже в одну шмотку все, что есть. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 и 74. Все, у меня закончился материал. Так, смотрим. Да, 174. Так, и теперь добьем, соответственно, ковку в броню. И здесь вот сейчас нужно будет посмотреть, насколько идет прирост, что лучше ковать. Понятное дело, что шлем будет немножко хуже, чем броня. Почему? Потому что в сумме, суммарку она дает больше брони, ну и в целом БР больше, чем шлем, поэтому шлем сразу у нас отходит на второе место. Но у нас есть артефакт, да, и здесь сейчас будем вот смотреть, то есть прирост какой, 500, 402 единицы, значит, прирост на PDF, и сколько получается, 170, да, 170 примерно единиц на MDF. А если мы куем артефакт, то здесь и туда, ну да, здесь выгоднее ковать артефакт. Поэтому, наверное, будем ковать артефакт. Так, еще раз я проверю. Да, в любом случае здесь выгоднее качать артефакт. Поэтому его и будем качать. Так, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. По идее 200 сделали. Да, ровно 200. Ну и забираем награду. Нормально прокачалась атака. 100%. 174 удара чисто на солнечную ковку ушло.
Прилично материала скопилось, потому что, ну, в целом с солнечной ковкой всегда проблемы. Это дорогой ресурс. Вот, но сейчас посмотрим. Да, почти 16 тысяч атаки. Примерно. Плюсом добавилось. Почти 16 тысяч. У меня там просто было 401 с какими-то там копейками сила атаки, а сейчас 417 плюс. Так, ну по броне особого такого какого-то прям увеличения я не увидел, но в целом миссия выполнена. Кстати, заметьте, сколько ушло золота. Золото было 1 миллиард 970, да, по-моему, миллионов. Или 940, что-то такое. Осталось 200, ну, приличное количество. Приличное количество ушло. Добавим то, что у нас есть в сундуках. Да, и откроем 200 сундуков, мешков с ковкой. Так, что еще осталось? Что еще осталось? Астралы, да? Ну, давайте сделаем астралы. Так. Раз, два. Этого как раз хватает. Для того, чтобы выполнить ивент. Я сейчас качаю крит. Конечно, тут про астралы я вообще ничего пока не рассказываю, потому что вся голда уходит в ковку. Собственно, для нее и копилась голда. Так, забираем ивент. Так, ну и посмотрим, сколько у меня стало коробочек. 214, это отлично. И мы с вами здесь сегодня заберем одного коня. Так, это дракончик, я его видел, он прикольный. Так, а это тоже... Так, Libra карт. Давайте посмотрим, что это за Libra карт. Где он есть? Посмотрим, хоть как выглядит. Потому что дракона я уже видел. И он достаточно такой прикольный. Так, а вот, кстати, тот маунт, который... Вот он крайне, да, справа. Который идет на плюс 200 обмен. Какой-то такой... Я не знаю, кто это. Это похоже на какой-то... не знаю, на какого-то барана ездового с головой какого-то хомяка. Так, здесь нет, да? Libra карт нам нужен. Libra карт. Где он есть там? В самом конце, видимо. Да, вот он. Ага, это птица. Это птица. Ну, прикольно, да. Наверное, давайте его и возьмем. Его и возьмем. Так. Опа. Вот он сразу есть. Открываем. Ну и сразу посмотрим. Мы уже знаем, что он в конце. Поэтому мы сразу к нему и придем. Ой, слушайте, ну прикольный, да? Прикольная птица. Да, мне нравится. Так, ну что еще? Что еще можно сегодня сделать? Групповая арена. Ну, групповую арену, она настолько скучная сейчас. На нее ходят вот исключительно люди на АФК, как правило. Кстати, кто не знает, да, как включать так, чтобы арена на автомате работала, это делается либо через Поднебесье,
То есть здесь просто включается авто. Да, и нужно ударить одного моба в авторежиме. Сейчас покажу. Вот, включаем авторежим. Сейчас персонаж убьет. Убьет мобов. Нам нужно будет выйти. Да, все, убили здесь мобов. Все, выходим. И все, теперь персонаж в авторежиме. Теперь мы можем ставить необходимые скиллы. Да, для того, чтобы там идти на арену. И у нас персонаж будет работать в авторежиме. То есть я просто нажимаю старт. И бой будет проходить уже сразу со включенным авторежимом. И все. Ну и, собственно говоря, на арену все так и ходят. Поэтому там каких-то интересных боев. Ну, они бывают, конечно, но крайне редко. Крайне редко. Все, видите, у нас авторежим автоматически. Ну и, соответственно, какой-то то ли глюк был, то ли что. Бой слишком быстро закончился. Ну и мы видели, что противник стоит АФК. То есть здесь даже, ну, никто и не бьется. Ну, понятно, да, что это слабый противник. Вот, но в целом, даже сильные, они включают тоже вот такой авторежим. Либо вообще, если прям очень сильные игроки, они даже не заморачиваются. Они просто ставят персонажа в пассивный режим, то есть он просто на авто бьет и все. То есть они даже не заморачиваются, они понимают, что он персонаж и так убьет практически там 99,9% игроков, и они не заморачиваются. Так, ладно, арену я добегаю. Что-то я еще хотел, по-моему. Что-то я еще хотел показать. Так, ну рулетку показывать нет смысла. Так, наверное, я хотел зайти в Поднебесье и сделать зачарование. Так, авто убираем. Так, немного камней купим на все, что есть. И сделаем еще и зачарование. Так, что у меня здесь? 2 попытки есть. Так, ну, меч точно здесь не апнется. Я пока апаю то, что с хорошим процентом. Ну, вот как здесь, например, 40%, а здесь 50%. Ну, вот, есть возможность... Да, прошел ап. Здесь 40%. Так, на броню 60%. Вот здесь можно... Да, апнулась еще и броня. 2 таких небольших зачарования. Ну, конечно, с этим проблемы, потому что камней не так много. Да, ну и, соответственно, уровень зачарования здесь +1, +5, +11. Ну, то есть, понятно, да? Солнечная броня, чтобы ее заковать полностью, зачаровать, конечно, времени уйдет очень много. Так, что у нас еще здесь есть? Что я, может быть, что-то пропустил? Что-то я, может быть, пропустил? Но вроде нет. Вроде нет. Все ивенты. Ну здесь что у нас? Апгрейд Сильфа. Да, и это, по-моему, апгрейд... А сейчас проверим. Так, апгрейд. Просто, ну, не пойму, какой это апгрейд.
продвинутой махрой или обычной. Сейчас вот по единичке. Сейчас и проверим. Так. Да, это продвинутая махра. Ну, давайте сделаем еще и ее. Сколько здесь нужно? 2000. Ну, давайте, не проблема. Я тут огонь качаю. Сделаем апгрейд огня. Так, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 и 2000. Забираем награду. Кстати, слушайте, а в компенсации сервера я что-то не посмотрел, давали валюту или нет, вот эту обменную? Ага, 25 единичек дали и 40. Слушайте, вообще отлично. Отлично. Возможно, хватит и на Мунлайта. Хотя, конечно, сомнительно. Я, когда бил горшок, да, прошлое видео, на 15600 баллинов, если вы заметили, мне не упала ни одна вот эта вот Ring of Fire, типа, да, кольцо огня. Ни одной штучки не упало. Я им написал, я говорю, ну, это похоже на какой-то баг, потому что там в прошлый горшок, да, их упало, ну, порядка 50 штук обменной валюты. А в этот горшок вообще не падали. То есть я в целом горшок-то бил именно вот из-за этой валюты, а ее, ну, выпало ровно 0. Поэтому так, 375 нужно здесь. А у меня сейчас 204. 175 штук. Ну, возможно накопится. Возможно накопится. Сундуки-то я куплю по-любому, когда будет рулетка. Сундуки не проблема. А вот Ring of Fire, вот это проблема. Посмотрим, буду копить до последнего вот эти штуки. А там уже будет видно, возможно, возьму Мунлайта. Это будет, конечно, вообще здорово. То есть, ну, я по-любому заберу еще вот этого дракона на плюс 50 и Мунлайта. И будет здорово. 3 коня забрать таких. Ну, Мунлайт вообще плюс 500. Это, если залить его кнутами, это плюс 1000 к статистике. Ну, как мы видим, это уже будет... Сейчас 6 у меня в атаке. Да, это еще не дозалитое. И будет 7000. 7000 к атаке. Соответственно, все остальное кнутами тоже догонится до 7000. А это уже, ну, достаточно приличный показатель по конюшне. Так, наверное, будем заканчивать, потому что уже на 40 минут наговорил. Сейчас еще заскочим быстро на арену, заберем награду отсюда и посмотрим, есть ли у меня элементы для того, чтобы здесь шмот подковать. Ну здесь один раз. Ну, кстати, успешно. Отлично. Я, кстати, доковал вторую вот эту шмотку на защиту, на броню. Все, она теперь полностью закованная, красная. 2 шмотки. Вот, получилось порядка 10 тысяч БРа. То есть удалось заковать. Но это вот с донатного ивента. За пополнение там дали много ресурсов. Это будет в видео, в таком, под музыку. Вот, и возможно я отсюда вырежу кусочек с моментом, где мы забираем вот эту птичку, вот этого маунта. Вставлю тоже туда, под музыку. Вот, посмотрим. Если будет настроение, сделаю, потому что что-то как-то в последнее время прикольно, ну, вот такие видосы записывать в разговорном стиле, а под музыку как-то
не особо есть желание что-то делать такое. Но, опять же, я понимаю, да, что аудитория разная смотрит. И для не русскоговорящей аудитории, конечно, приоритетнее видосы под музыку, чем вот в таком разговорном стиле. Вот. Но я как бы не на аудиторию работаю, я не блогер, поэтому мне в целом как бы по барабану. Поэтому будет настроение, сделаю, не будет, ну, не знаю. Может быть, и вообще не сделаю. Ладно, давайте прощаться. Всем пока. Всем удачи. Делайте ивенты, копите ресурсы. Берите здесь в первую очередь коней, конечно же. Вот. Коней и шмот, если вдруг будет оставаться у вас какие-то ресурсы на шмот. Потому что, опять же, повторяю, человек, который донатит от недонатного игрока, отличается лишь уровнем конюшни и разнообразием модного облика, который в опознанном состоянии дает приличное количество БР. Вот и все. Ну и, соответственно, конечно же, время, да, гораздо меньше человек тратит. Вот. Но делайте конюшню, собирайте шмот. Всем пока. Всем удачи!